Доброе утро, Стоп Гейм! Всем, кто завтракает, приятного аппетита! В эфире Инфакт. В конце 2023 года от Bungie поступали исключительно плохие новости. Тогда студия сократила кучу сотрудников и перенесла релиз дополнения The Final Shape для Destiny 2. После этого затишье. Даже марафон, которую студия анонсировала аж 9 месяцев назад, пропала с радаров. Но, наконец, легендарная команда вновь врывается в информационное поле со свежей пачкой неприятных новостей. По информации IGN, у Марафон сменился руководитель. Раньше им был Кристофер Барретт, ветеран Bungie, который трудился над первой Destiny в роли арт-директора, а над второй уже в качестве гейм-директора. В общем, дядька опытный. Его место занял Джо Циглер, бывший гейм-директор Valorant. Он подтвердил свой переход в Bungie на личной странице и даже уточнил, что присоединился к новому коллективу как раз в момент анонса игры. За это время он успел внести в концепцию экстракшн-шутера некоторые изменения. Например, если раньше игроки должны были управлять собственным настраиваемым персонажем, как в Таркове, то теперь там появятся предустановленные герои, как в Таркове. IGN добавили, что с финансами у Bungie тоже все не слава богу. Компания несет убытки, сотрудники ожидают сокращений, а разработка третьего проекта команды под кодовым названием Gummy Bears и вовсе была поставлена на паузу. Пока Sony никак не вмешивается в дела студии, но если команда и дальше будет так эффективно вести бизнес, можно ожидать, что подход японского гиганта к ним изменится. Великий Кража автоматический, как обычно, позволяет фанатам серии размяться в умении предсказания будущего. И вот к каким выводам пришло сообщество, покопавшись во всевозможных инсайдах и просканировав звездное небо для уточнения фазы Луны. Или куда-то надо смотреть, чтобы узнать будущее. Первое. Игра должна выйти в 2025-м. Это указывалось и в официальном трейлере, так что не бог весть какое предсказание. Второе. Товарищ, который верно раскрыл некоторые детали первого трейлера GTA-шки до его выхода, сказал, что разработчики собираются выпустить игру где-то в январе-феврале. Третье. Другой предсказатель, который верно слил дату публикации анонсирующего трейлера, заявляет, что GTA 6 стартует 18 февраля 2025. Пользователь добавил, что Rockstar опубликует второй трейлер игры в этом апреле. Даже трек из видео указал. В заметке на сайте можете найти ссылочку. Некоторые издания начали ссылаться на Шрайера, мол, знаменитый журналист тоже намекал на релиз игры в начале 25-го. Сам Джейсон, правда, прямо говорит, что никаких намеков не давал. Ну что, Стоп Гейм, верим в GTA-шку в начале 25-го? Официально, без слухов, бюджет ремейков Max Payne 1 и 2 близок к стоимости Alan Wake 2. Это указано в свежем финансовом отчете Remedy. Ремейки рассматриваются компанией как крупные новые игры с превосходным потенциалом. Видимо, в Rockstar Games с этой точки зрения согласны, а поэтому решили лично проспонсировать продакшн игр. Напомню, что Alan Wake 2 достаточно дорогая игра. По сведениям финских СМИ, на этот проект было потрачено около 70 миллионов евро. 50 на производство и еще 20 на маркетинг. Для Финляндии это вообще невменяемые числа. Игру называли одним из самых дорогих культурных объектов в стране. Еще немного инфы из отчета. Remedy в очередной раз озвучила, что довольна результатами Alan Wake 2. И отзывы хороши, и продажи одни из лучших в истории компании. Второго Wake купили больше 1 миллиона 300 тысяч раз. Но финская студия уверена, что это далеко не предел, и за счет качества игры получится заработать еще больше в долгосрочной перспективе. Alan уже отбил значительную часть инвестиций Epic Games Publishing. С одной стороны, круто, а с другой, они все еще должны эпиком, получается. Remedy не забывает и про Control 2. Игра находится на стадии концепции. В четвертом квартале 23-го команда занималась проработкой мира и созданием боевой системы. Как видите, Remedy абсолютно нечем заняться, поэтому финны разрабатывают еще и кооперативный спин-офф Control. Последний год команда Codename Condor фокусировалась на боевой системе и игровых механиках. Дио очень достойно притворяется Сэмом Лейком. Нашел, как применять Заварудо на благо общества. Молодец. Крафтон, издатель печально известный из-за Callisto Protocol, опубликовал трейлер нового проекта. Project Birdseye представляет из себя топ-даун-шутер и рогалик.
В нем нужно бегать по тюрьме Black Iron, зачищать комнаты от врагов, прокачиваться, юзать разные способности и эффективно комбинировать спеллы с огнестрельным оружием. Проектом занимается небольшая команда, которая не задействована в создании следующего AAA проекта студии. У Project Birdseye пока нет ни даты выхода, ни списка платформ. Издатель прямо говорит, что трейлер опубликовали, чтобы оценить реакцию аудитории. Нравится ли игрокам визуальный стиль и будет ли хоть кто-то, кроме фанатов The Callisto Protocol, в это играть. Точнее, будет ли хоть кто-то в это играть. Вот так правильно. Глава Owl Cat Games Олег Шпильчевский в эфире подкаста «Пилим трем» рассказал о влиянии Baldur's Gate 3 на игровую индустрию. Олег — самое что ни на есть часть этой индустрии, поэтому обсудили и всякое интересное закулисное. Руководитель Owl Cat сказал, что Baldur's Gate 3 — это настоящий феномен, а Larian — одна из немногих команд, которая готова ставить на кон все при создании новой игры. Вот цитата Олега. «Еще никто не вкачивал в изометрическую РПГ столько денег. И давай скажем честно, кроме Larian никто и не сможет вкачать. Там гигантский бюджет, который мало какие студии могут себе позволить, а тем более для изометрии». Конец цитаты. Он отметил, что Балдура заметно подняла стандарты качества для ролевых игр. Если раньше можно было сделать частичную озвучку диалогов, так дешевле и, в конце концов, проще, то теперь полный дубляж необходим. Еще в подкасте обсудили, какие конкретно суммы скрываются за этими ААА. Записывайте, если хотите пофлексить уникальными знаниями игровой индустрии перед друзьями-геймерами. Я вот запишу. На AAA-игру уходит 50-70 миллионов долларов, а ожидаемый доход в таком случае — 300 миллионов. AA тайтл требует от 5 до 15 миллионов инвестиций, а принести должен полтинник. И одна A — это 1-2 миллиона затрат. Ожидаемый доход в этом случае Шпильчевский не уточнил. В целом, Олег не думает, что огромный бюджет BG3 сподвигнет все студии к увеличению расходов. Все зависит от амбиций конкретного коллектива и их возможностей, так что резкого появления кучи Baldur's Gate'ов ждать не стоит. Думаю, всем надоели мелкие игры вроде GTA 6 и Alan Wake, поэтому перейдем к реально крупным проектам. Stardew Valley получила обновление 1.6, и оно просто невменяемо большое. Игра даже побила рекорд онлайна, одновременно покопать огород зашло больше 142 тысяч человек. В патче добавили и фестивали с событиями, и типы ферм, и диалоги, и NPC, короче, гору всего. Главное, кошки научились носить головные уборы. Если это вас не заставит поиграть, то я не знаю, чего вы ждете от жизни в принципе. Обнова уже доступна в GOG и Steam, а чуть позже ее закинут и в Game Pass. Консольщикам и смартфонщикам придется чуть-чуть подождать. Лина перечислила значительную часть изменений в заметке на нашем сайте, ссылку оставил в описании. В 2019-м известная RPG Alpha Protocol пропала из Steam. Причина максимально скучная. У Sega закончились права на музыку, а продлевать их никто не захотел. Но спустя 5 лет произошло легендарное возвращение, и благодарить надо команду GOG. 1,5 года сотрудники компании вели переговоры с владельцами прав на песню. Несмотря на, кажется, длинный срок, по их словам, все прошло гладко. Также команда магазина добыла и исходный код игры, так что инженеры адаптировали старенькую игру под новое железо. Заодно в нее впилили достижения, поддержку контроллеров и другие новшества цивилизованного гейминга. Если захотели поиграть, можете смело бежать в GOG за своей версией. Тем более на игру действует 10% скидочка до 3 апреля. На презентации State of Unreal миру был явлен новый трейлер игры про Черную Пантеру и Капитана Америка Marvel 1943 Rise of Hydra. Геймплея там нет, но вся графика на движке. По идее, примерно так должна выглядеть и настоящая игра на релизе. В трейлере происходит классическая супергероика с известными нам персонажами. После показа видео на сцену вышла Эми Хеннинг. Она занималась сценариями первых 3 Uncharted и создала, а может и родила, серию Legacy of Kain. Со сцены она рассказала всякое техническое про игру и пообещала, что все будет очень красиво. На сайте издателя появилась инфа об актерском составе проекта и об авторе саундтрека игры Стивене Баттоне. Он поработал и над Apex Legends, и над Titanfall, и над много чем еще, так что музыка должна получиться достойная.
Авторы экранизации Фолоча выложили свежий 2-минутный фрагмент сериала. В ролике можно увидеть двух протагонистов и рыцаря Братства Стали. Эксперты могут оценить декорации, костюмы и, разумеется, качество визуальных эффектов. Естественно, кринж присутствует. Полет бойца выглядит странно, как будто актер подвешен тросами к крану. Сериал выйдет уже совсем скоро, 12 апреля, а посмотреть полет Стальной Валькирии можно на нашем сайте, как и кучу других материалов. Например, на stopgame.ru вас ожидает свеженький разбор полетов Хроник Риддика. А еще советую изучить обзор Сайлвения от Кирилла Волошина. Не забывайте про лайки и хорошего вам дня!